Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на нашей еженедельной рубрике «Понедельник», да. Сегодня у нас 28 июня, конец месяца. Давайте посмотрим рынок, да, проанализируем, как у нас закроется месячная свеча, что у нас будет в июле, да. Подведем небольшие итоги. Ну и, в принципе, проанализируем рынок, посмотрим сетапы. Начнем по традиции с биткоина. На дневке у нас образовывается фигура двойное дно, но для подтверждения как раз таки нам нужно пробить и закрепиться выше 35 500. То есть эта зона такая является ключевой зоной сопротивления, от которой мы сейчас отскакиваем вниз, да, на зону поддержки. Поддержка у нас пока находится вот как раз на уровне 34-33 500. При сломе, да, мы, конечно, пойдем уже на 32 и уже дальше вниз. То есть нам важно сейчас для дальнейшего, так скажем, лонг сетапа, да, удержать вот эту вот зону, как раз таки потенциальная зона также может быть это и ретеста, то есть зона ретеста, пробитого сопротивления, вот как раз таки мы сейчас к ней и идем. Ну, что, в принципе, я и планирую, то, что мы сейчас, ну, почему я брал лонги, да, сейчас спрашивают ребята, давал, кстати, в канале, давал пару сигналов в приватном канале и давал сигнал в открытом канале по чизу. Ну, сейчас все разберем, посмотрим. То есть, да, я ожидаю то, что с этой зоны 33 500, да, мы отскочим наверх. Вот, и это будет, так скажем, подтверждение вот этого вот дракона. То есть это все-таки, считаю, что это дракон. На линейке, если мы посмотрим, у нас есть обновление лоя. На RSI же его как раз таки нету. То есть есть дивергенция по линейному графику. Сейчас у нас биток падает от дивера. На части у нас был дивер. Вот от него мы падаем. Так. Вот, думаю, как раз отработка дивера плюс-минус зона где-то, зона поддержки 33 500, 33 тысячи долларов. Но важно удержать данную зону. Если не удержим, конечно же, пойдем дальше вниз. Что еще могу сказать? S&P у нас растет, несмотря, да, так что то, что у нас было сильное падение, все восстановилось, и у нас обновился максимум. То есть обновился максимум, и на 4 часах мы сломали дивер, который был, да, третьим касанием, мы его сломали, и теперь данное сопротивление у нас является хорошей зоной поддержки. То есть если мы будем отскакивать от 42.75, да, вверх, то есть если, ну, вообще нужно смотреть, как мы, конечно же, откроем сегодня, да, то есть это премаркет. Если же мы откроемся повышением, да, то как раз таки ожидаю то, что у нас все рынки, в принципе, пойдут вверх. Что дальше? Эфир. Эфир пробил свою линию сопротивления. Вот как раз таки мы пробили, да, коснулись. Вот сейчас торгуемся на уровне 2000 долларов и сходили вот на 2083. То тоже дракон, тоже ретест, да, вот зона поддержки сейчас у нас находится 1960. В принципе, оттуда я буду брать еще один лонг. Да, то есть, да, это тоже хороший сетап на лонг. Либо же потенциально это может быть так вот. То есть это формирование погиба. То есть если мы будем формировать еще правое плечо, да, то это будет отличный погиб с отработкой в зону уже 2800. Вот. А если потом уже посмотрим, да, то это может быть и такой уже какой небольшой погиб, если у нас, конечно же, рынки фондовые вниз не пойдут. Но пока все, так скажем, накачивается деньгами, да, все идет наверх. И, в принципе, из-за этого я взял пока лонг сетап, потому что есть все-таки дракон, есть двойное дно. Как бы не так как я торгую по теханализу, да, то есть я буду брать пока лонги, потому что пока лонг сетап, он более приоритетен, нежели шорт. Плюс мы как бы на дне, и падение было довольно-таки достаточно интересное, да, а сколько этому падению пока не было. Ну, вот эти небольшие отскоки, это больше, так скажем, в моменте, а вот именно отскока такого локального, его еще пока не было. Идем дальше. BNB. BNB тоже у нас пробивает сопротивление, да, ретестит его сейчас, тоже в потенциале двойное дно, но опять-таки нужно пробивать и закрепляться выше, сначала выше 300, потом выше 320. ADA. Аналогичная ситуация, ну, тут мы уже пробивали это сопротивление, да, и я думаю, можно его начертить уже вот как-то так, да, и оно как раз таки будет сейчас находиться
под сопротивлением, то есть под зоной сопротивлением, либо же ретест, то есть либо же ретест и тоже двойное дно, такое более интересное двойное дно, да, чем на BNB. Пробой закрепления выше 1,4 приведет нас к 1,6 и так далее. DOT. DOT выглядит такой слабенький, да, но тоже потенциально может быть двойное дно, стоим около сопротивления, ну, нужно опять-таки сопротивление пробивать и закрепляться. Тут еще, конечно же, есть у нас по Ишимоку довольно сильное сопротивление. Но вот интересная зона, да, будет для меня лично по доту, если мы пробьем и закрепимся выше 17. То есть, если мы 17 пробиваем, тогда вот так пойдем уже где-то вот эту зону ликвидности, это в район 20 баксов. Ripple. Ripple пробил свое локальное сопротивление, может на ретест сходит, на ретест в зону 0.62, да, 0.61, интересно тоже зона. Если дадут туда, то, в принципе, может еще и откуплю. Но уже Ripple зашел в 4-часовое облако, так что после ретеста, в принципе, интересно тоже двойное дно, оно имеется. Так, дальше. Юни у нас уже сейчас происходит ретест, да, тоже в 4 часа мы заглянули, тоже двойное дно, тоже поддержка, тут еще глобальная поддержка у нас проходит. Кстати, по Юни у нас стоп выйдет, стоп далековат, конечно, да, в районе 12%, но кто торгует Юни, да, можете, в принципе, смотреть за активом, может также хорошо отлететь. То есть зона интереса это где-то 30 баксов за монету, практически x2, если дадут, конечно же. Litecoin тоже забрался у нас в 4 часа, пробил и глобальное сопротивление, дал ретест, да, как раз таки наша линия двойного дна, она по сути, да, и пробил также локальное сопротивление, зона ретеста, это где-то район 125 баксов, но, конечно же, лучше, наверное, не ходить туда, это все-таки может еще быть треугольник с плоским верхом, то есть, если это все так отыграет наверх, то да, но, опять-таки, нужно пробивать выше 140, пробивать облако, да, и тогда, да, мы можем вернуться на уровень 180, и первый уровень это, конечно, 160 баксов. 160-180 баксов, отличная цена, в принципе, для лайткоина. Link у нас тоже пробил сопротивление, тоже зашел в 4-часовое облако, тоже двойное дно. Все, так скажем, как мы любим. Но, опять-таки, это сопротивление пока у нас не пробито. То есть, опять-таки, линия шеи, да, там у нас всегда имеется еще одна линия сопротивления. Если обратите внимание, да, на предыдущие альты, как раз здесь у нас имеется везде сопротивление, такое ключевое, от которого мы, так скажем, отскакиваем сейчас вниз. То есть, если эта зона, да, сопротивления, там, ордера выкупят, да, либо же там сломают, то да, конечно, альта хорошо отскочит. Это, в принципе, видно и по доминации. Сейчас я еще EOS покажу. EOS аналогичная, в принципе, как и по всем альтам. То есть, друзья, какой бы вы сейчас альт не смотрели, да, любой альткоин, у них плюс-минус такая же формация. Это двойное дно, потенциальный треугольник с плоским верхом, да, двойного дна. Зашли в 4-часовое облако, стоим над сопротивлением, то есть пробитие сопротивления в данном случае по EOS это 4 бакса, да, там формирование какого-нибудь там бычьего сетапа, отличный вход для лонга, да, либо же сейчас уже со стопом за поддержку, я бы рассматривал, наверное, со стопом за 3.35, если брать EOS. То есть, да, по всем альтам плюс-минус один и тот же сетап, просто у некоторых стопы может быть поближе, да, некоторых подальше, плюс еще не забывайте смотреть альткоин к биткоину, то есть если к биткоину интересный сетап, да, наверх, да, например, как сегодня был на эфире, почему я эфир, да, взял в лонг с коротким стопом, и, в принципе, 3 тейка забрали, потому что там был интересный сетап к битку, в принципе, который и отработал. Ну и давайте покажу доминацию. На доминацию у нас на 4 часах потенциальная двойная вершина. К дневке мы подходим к сопротивлению. То есть на дневке мы, видите, стоим над Ишимоку, да. Как раз если мы его не пробьем, пойдем на нижнюю часть Ишимоку, то есть где-то в районе 44, да, тут как раз у нас произойдет хороший отскок по альтам. То есть это 5% минус, да, это 5% имеется в виду в процентном соотношении, да, или минус 3% именно падение на 44, да, где-то доминация, это будет хороший прям бодрый отскок по альтам в районе, наверное, 20%, то есть по всем альтам плюс-минус 20% вполне может быть. Верхняя граница, конечно, у нас находится теперь на уровне 50
2%, но если мы, конечно, пробьем вот данное сопротивление, да, наше глобальное, то, конечно же, вряд ли мы отсюда отскочим максимум, наверное, сюда, и потом мы уже продолжим наверх. Пока же, да, есть сетап, как бы двойная вершина, да, есть сопротивление по дневке на Ишимоку, так что, в принципе, вот мы можем отскочить вниз, и тогда как раз у нас может получиться хороший отскок по альтам. Но в любом случае, друзья, работаем со стопами, да, аккуратненько, много не берем, соблюдаем риски. По S&P, если мы, так скажем, забыл сказать, да, если мы все-таки не пойдем наверх, вот, да, то есть на верхнюю границу не пойдем, где-то вот на 440, да, то у нас может быть как раз таки, вот видите, здесь тоже у нас имеется сопротивление, которое, в принципе, мы коснулись. Вот, то есть если мы все-таки не сможем пробить, давайте отмечу ее белой линией. Вот, то есть если мы не сможем пробить, да, выше 4300 не уйдем, то мы, конечно, пойдем вниз на поддержку. Это вот где-то 4250. Если там уже не сможем, то я думаю, вот как-то так мы последуем, походим, и будет как раз таки обвальчик, да. Если он будет, естественно, я буду лонги закрывать. То есть лонги закрывать, переворачиваться в шорты, но пока лонг сценарий, он все-таки более актуален, нежели шорт. С вами, друзья, был Криптостудент. Подписывайтесь, ставьте лайки, да. Кто не подписан на телеграм-канал, подписывайтесь. Всех жду, заходите в наш чат и так далее. Всем успешных торгов!